Доброе утро, Стоп Гейм! В эфире Инфакт. Всех причастных, а Джуби с чаем лично, поздравляю со стукнувшим накануне 30-летием серии The Elder Scrolls. К кругленькой дате Bethesda выказала в своей соцсети юбилейный свиточек, в котором помимо ностальгии нашлось место и кое-чему интересному. Первые абзацы посвящены тому, как хорошо было. Последние, как хорошо будет в TES-6. Пишут, дескать, ранние играбельные билды уже наполняют их там радостью, восхищением и, возможно, силой земли. Где-то в серединке компания укатывается в промотирование мобильного симулятора строительства замков в той же вселенной The Elder Scrolls Castles, а также напоминает, что так-то продолжает трудиться над работоспособностью старых игр для актуального железа, что нормально так бьется с недавними слухами про переиздание Oblivion. Жаль, но громких анонсов и заявлений к Тамриэлеву дню разработчики приурочить не смогли. На прошедшей в этот уикенд выставке PAX East 2024 компания Square Enix объявила дату старта следующего крупного дополнения для Final Fantasy XIV Dawn Trail. Релиз наметился на 2 июля, ранний доступ стартует 28 июня. Как говорит продюсер игры Наоки Йошида, могли и раньше, но так и быть, вот вам неделька на дополнение к Elden Ring. Предзаказ открывается сегодня, и среди бонусов за различные издания помимо раннего доступа скрываются Миньон Гарнет, мини-версия Зидана, оба из 9 Final Fantasy, серьги, улучшающие приток опыта и повышающие важные характеристики вашего класса, роботический маунт и кисточка Чокоба. Отдельно глаза фанатов зацепились, конечно же, за чибиков из 9. Йошида заявил, что причину этого решения пока будут держать в секрете, но если верить слухам, дело вполне может быть в разрабатываемом ремейке Final Fantasy 9. Хорошо бы. Remedy наконец-то созрела для публикации финансового отчета, но это не новость. А новость в том, что помимо уже освещенных убытков с продаж Alan Wake 2, немало внимания там уделяется и находящейся в разработке фри-то-плейке по Control под кодовым названием Condor. Есть вот такая пикча с 4 рейнджеров бюро контроля, видимо для обозначения максимального размера лобби. Буковками рассказывается, как в непростое время агентам приходится давать бой Хиз прямо внутри старейшего дома, который все еще на карантине. Также, судя по указаниям в отчете, фри-то-плейная модель распространения Condor в прошлом и теперь предполагает ценник. Вероятно, не очень высокий, чтобы не зазорно было в будущем и DLC продавать, и микротранзакции в игру зашить. Как показывает опыт Helldivers 2, абы игралось интересно. Как вам уже известно, Larian простилась с серией Baldur's Gate, выпустив общепризнанно лучшую из ее частей. После достаточно гневной речи Свена Винке на выступлении GDC, фанаты порешили, как всегда, не помирились с издателем. И теорию на Reddit залайкали хорошенько, а затем сам Винке пишет в своем экс-твиттере следующее, цитата. «Читаю обсуждение на Reddit, и вот что хочу прояснить. Wizards of the Coast не виновата в том, что мы решили двинуться в другом направлении. Очень даже наоборот, они правда делали все, что в их силах, и стали для нас прекрасным партнером по лицензии, позволили нам заниматься тем, чего мы хотели. И все потому, что так было лучше для Larian». Конец цитаты. К слову, там же на Game Developer Conference Винке дал серию интервью, где он рассказывал о некоторых забаркованных идеях, которые могли, но не воплотились в Baldur's Gate 3, а также поделился ближайшим будущим самого проекта. Хоть Larian, по крайней мере, пока и не планирует делать другие игры по лицензии D&D, доделывать эту ей никто не запретит. Прямо сейчас команда занимается созданием дополнительных злых концовок к игре, а также продолжает докидывать в нее другие патчи. Подробнее об отброшенных идеях вы можете почитать у нас на сайте, а в качестве тизера наброшу. Мэтью Мерсер, гейммастер в веб-сериале Critical Role, мог стать одним из множества рассказчиков. Астарион мог стать Тифлингом, а Нил Ньюбан, сыгравший Астариона, сделал мокап для 150 чужих реплик. В общем, если любопытно, ссылочка будет в описании. На сайте Band Studio, авторов сюжетного зомби-шутера в открытом мире Days Gone, появилась вакансия на роль ведущего проект-менеджера с опытом работы над AAA играми-сервисами на управляющей позиции. Нехилые требования, но интригующие. На то, что команда занимается или планирует заняться какой-то игрой-сервисом, также намекает еще одна строка. Опыт в перепрофилировании студии с традиционного подхода к разработке к производству сервисных игр. В июне 2022 стало известно, что команда берется за проект по новой интеллектуальной собственности, в основе которой будут лежать системы открытого мира из Days Gone. Многие считают, что сама игра при этом будет одиночной, но к ней будет прикручен некий мультиплеерный сервисный элемент, ради которого и ищется специалист. Через 3 дня, 29 марта, теперь уже официально запустится демо-версия нарочито эротичной Stellar Blade. По повествованию пробник продвинется недалеко от момента приземления Евы на Землю и вплоть до первого босса. Для тех, кто сдюжит демку, разработчики припасли некий сюрприз и пообещали возможность сохранить накопленный в ней прогресс в полную версию игры. Полная версия игры стартанет ровно месяц спустя, 26 апреля.
Также в эти же дни пройдут бесплатные выходные в Cyberpunk 2077. Предложение активно лишь для консольных игроков, и при этом даже если залипнуть в игру всецело, пройти ее не дадут. Триалка будет ограничена 5 часами. DLC «Призрачная свобода» в комплект не войдет, а качать при этом нужно будет всю игру целиком, а это порядка сотни гигабайт. Впрочем, как и со Stellar Blade, заработанный прогресс разрешат потом перенести в полную версию, коли пожелаете. Почему сейчас? Может, хотят напомнить о пока еще не анонсированном сиквеле? Поживем, увидим. А пока живем и видим и ждем, приглашаю вас к нам на веб-страничку stopgame.ru. Степан Песков накатал туда текстовое превью необычного симулятора фермы с мехами Lightyear Frontier. И ссылочки в описании потыкать не забудьте, там интересные. Доброго дня!